Приветствую вас на канале Техревизор. Этот рейтинг я собрал, чтобы вам было проще выбрать мойку высокого давления в 2024 году. Все-таки вариантов много, куча брендов с разными линейками и моделями. А какую купить при минимальном бюджете, чтобы просто помыть машину? А есть такая, чтобы и фасады, дорожки счищала, и с машины грязь сбивала, и чтобы стоила адекватных денег. Хочется купить лучшую универсальную мойку раз и на долгие годы, чтобы вообще не заморачиваться. Все это есть в моем рейтинге лучших моек высокого давления на 2024 год. Я отобрал лучших производителей, посмотрел, какие модели они предлагают, подробно изучил опыт владельцев и теперь все подробно расскажу вам. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. На последнее место я решил поставить самую доступную мойку эконом-класса Керхер K3. Тот случай, когда лучше уж что-нибудь за неимением ничего. Всякие еще более дешевые китайские бренды я рассматривать не стал. Там все слишком непредсказуемо с надежностью и стабильностью работы. А вот Керхер можно доверять как никому другому. Понятное дело, что мойка слабоватая. Максимальное давление, как заявляет производитель, 120 бар. Но само собой настоящее рабочее давление еще ниже. Производительность 380 литров в час. Потребляемая мощность 1600 ватт. Всего этого достаточно просто сбить пыль с велосипеда, мотоцикла и мотороллера. Можно слегка почистить каменные дорожки, пластиковый фасад или ковер. Вот так, чтобы привести камень в первозданный вид, точно нет. Сбить застывшую грязь со здорового внедорожника после оффроуда тоже нет. С другой стороны, этого и не ожидается от такого компактного малыша. Он сам по себе весит всего 5 килограмм. Много места не занимает и очень легок в переноске. Важный момент – работает только от водопровода. То есть тут не получится бросить трубку в ведро, чтобы качать воду. Оно и понятно, давление и без того низкое, а с забором воды из емкости получится еще ниже. Остальные моменты тоже компромиссные. Шланг коротковатый, 6 метров, помпа пластиковая, пенник тоже слабенький. В идеале при огромном желании все это можно поменять. Но нужно ли, когда стоит задача просто купить мойку с минимальными вложениями для базовых бытовых задач или просто для знакомства? Это уже другой вопрос. А на компромиссы в таком случае уж точно придется идти. Если прошлая K3 никак не нравится, то можно доплатить процентов 30 и взять вот такую Greenworks GPW GPII. Есть у нее апгрейд по некоторым параметрам. Например, здесь уже и шланг длиннее на пару метров. К его качеству вопросов нет. Мягкий, гибкий, поудобнее будет за счет длины. Из более глобального забор воды возможен из любой емкости. То есть кидаете шланг хоть в реку, хоть в бочку и вперед. Это, конечно, в разы упрощает жизнь. Ну и еще тут решили в комплект положить набор из 4 насадок с разными углами распыления, в том числе грязевая фреза. Мелочь, а в хозяйстве пригодится. По производительности тоже есть небольшие изменения. Максимальное давление находится в районе 140 бар. Рабочее, само собой, ниже. Производительность слегка повыше, 420 литров в час. Ну и сам двигатель потребляет около 2000 ватт. Все это цифры, указанные производителем. На деле они, как и везде, отличаются в меньшую сторону. Но для объективного сравнения будем опираться на эти данные. И если исходить из них, то по сути никакого особо заметного прироста мы не получили. Поэтому назначение у этой мойки плюс-минус такое же, как и у Керхер K3, только с большим удобством. Хотя помпа таки понадежнее будет, так как сделана из алюминия. С другой стороны, главное правильно относиться к инструменту. Тогда особых проблем не будет, что с пластиком, что с металлом, что с силумином. Ну и за счет всего этого мойка нехило так набрала веса по сравнению с прошлой K3. Тут уже мобильность пострадала. 15 килограмм это все-таки не 5. Но, как говорил Борис Бритва, тяжесть это хорошо. Тяжесть – это надежно. На 4-м месте топа еще более мощный вариант – Huter W195 Pro.
В этой мойке мы платим конкретно за прирост в мощности. Вот тут уже, если верить заявлениям производителя, в максимуме выбивает 190 бар. Но мы особо верить не будем, поэтому настоящим рабочим давлением можно считать приблизительно 130 бар. Приличная часть срезается, согласен. Но даже с этим учетом на фоне прошлых двух участников Хьютер будет заметно эффективнее очищать садовые дорожки, фасады и каменные заборы. Да и машина им тоже хорошо отмывается. Плюс здесь еще и пенник очень достойно отрабатывает, генерируя нормальную пену, а не просто какую-то эмульсию, если сравнивать с Greenworks и Керхер. Для пенника есть отдельное место в пистолете. Он не вставляется в корпус, как в прошлых мойках, а прям на пистолет накручивается. Возможно, поэтому и отрабатывает получше. В общем, мотор вообще не зря потребляет свои 2500 Вт. Теперь по забору воды. Мойку можно запитать не только от водопровода, но и от других емкостей. Поэтому на всякий случай повторюсь, при заборе из емкости мойка теряет рабочее давление. Причем сразу заметно, насколько слабее выходит струя. Поэтому если для каких-то задач вам нужен буквально максимум, то подключайтесь только по водопроводу. При этом внутри стоит алюминиевая помпа, чтобы уж наверняка. Качественный мягкий шланг длиной 8 метров. Да и в комплекте сразу идет все, что нужно. Все насадки, фрезы и так далее. Весит поменьше прошлого Greenworks, около 11 кг. В общем, хорошая, мощная и недорогая мойка для бытовых задач. На третьем месте стоит мойка уже совсем из другого бюджета. Борт KEX 3500. Если вы искали что-то хотя бы немного бюджетное, опирайтесь на прошлые варианты. Теперь поговорим о серьезных ребятах с мощнейшими двигателями. Борт KEX 3500 открывает тройку лидеров. 3500 в названии не просто так. 3500 Вт – это мощность двигателя, плюс к нему производительность 700 литров в час и давление в 190 бар. И даже по факту, пусть получается меньше, рабочее давление где-то на уровне 170 бар. Мойка все равно одна из самых мощных на рынке. Ее эффективности хватит вообще для любой бытовой задачи. Мойка любого авто, от хэтчбека до здоровенного семиместного кроссовера, а уж тем более для всякой мелкой техники типа мотоцикла, для очистки лестницы, забора, фасада из любого материала. Где-то даже нужно аккуратничать, чтобы не снести ЛКП на автомобиле и не сломать пластиковую облицовку. Это касается какой-нибудь точечной фрезы с максимальным давлением. Поэтому смотрите внимательнее, чтобы лишнее не смыть. Помпа у него силуминовая, это сплав алюминия с кремнием. Бояться ее точно не стоит, на такую мощность она и рассчитана. Весит мойка реально много, 25 кг. Лишний раз поднимать не захочется. А так, комплектация тут базовая. Ничего такого нового в нее не положили. 10-метровый шланг, набор из 4 форсунок, пеногенератор, кстати, очень хороший, да мойка с пистолетом. Поэтому, как получается по итогу, платим мы по большей части за реально высокую производительность и качество, которое позволит служить мойке годами без серьезных ремонтов. На втором месте рейтинга Deo DAW700. Это еще один представитель околопрофессиональной мойки высокого давления. В нем тоже установлен приличный двигатель мощностью 3200 Вт, с производительностью 720 литров в час и максимальным давлением 210 бар. На деле получается плюс-минус та же эффективность, что и у прошлого борт. Да и отличий по сути никаких. Поэтому можно рассмотреть Deo просто как аналог на случай, если борт чем-то не устроил. Вдруг кого-то смутила силуминовая помпа. Здесь все по классике. Алюминий с латунными гильзами. Так что в надежности мойки можете не сомневаться уж точно, а в мощности так тем более. Напором от водопроводного подключения берет вообще все, особенно с фрезой на 0 градусов. Вот этой точно лучше не мыть машину. Такая способна шину продырявить и дерево выбить, что уж говорить о нежной краске автомобиля. А вот забившуюся пыль в дорожках, прошловековую грязь на шифере и другой налет запросто убирает откуда угодно. Причем даже с забором воды из емкости, а не только при подключении к водопроводу. Комплектный пенник отличный. Генерирует плотную густую пену, которая садится на поверхность, а не тупо стекает как вода. Для удобства шланг в комплекте длиннющий, на 10 метров. Тоже крепкий, армированный. Надо же как-то выдерживать такое давление. Ну и в остальном комплектация не изменилась. Всякие фрезы, переходники, все это имеется. Поэтому вот, можете рассмотреть еще такую мойку. По крайней мере, нет ни одной причины от нее отказаться, если нужен максимально производительный аппарат для решения всех домашних задач. Ну и завершает этот рейтинг Керхер K7 Premium Power.
Керхер K7 Premium Power. Собственно, с чего мы и начали. Только начинали мы с младшей модели эконом-класса, а заканчиваем самой старшей около профессионального уровня. Если не хочется разбираться во всех этих тонкостях и нюансах моек, о которых я говорил ранее, можно просто взять Керхер K7 и надолго закрыть для себя этот вопрос. Внутри у него стоит мощный двигатель на 3000 Вт с максимальным давлением 180 бар и потреблением 600 литров в час. Разве этого может не хватить для всех бытовых задач? Не думаю. Если только что-то специфическое, но и здесь можно спокойно залить химию в пенник, дать откиснуть и потом легко убрать. Пенник само собой высшего класса, удобно устанавливается в систему, не вкручивая в пистолет, а именно в саму мойку. За ненадобностью просто убирается в отдельный отсек. А так в помпе сомнений нет, так как она из алюминия. Да и охлаждение у двигателя не воздушное, а водяное. Можно долго работать и не переживать за перегрев. В крайнем случае мойка сама выключится. Эргономика здесь продумана как нигде. Все элементы имеют свое место, а в комплекте тут достаточно всякого. Пара струйных трубок, пистолет, шланг, бутылочка под моющие средства, фильтры и адаптеры. И все это всегда можно иметь под рукой, возить с собой. Причем со всем снаряжением мойка весит порядка 18 килограмм. Конечно, немало, но вы уже и сами знаете, что есть кабаны и потяжелее. Да и по своим габаритам Керхер K7 не самая крупная, легко помещается в багажник машины, пусть даже хэтчбека. В общем, эта мойка реально продумана по всем фронтам, поэтому и заслуживает первое место в рейтинге. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.